Макс не раз видел странные вещи через объектив своего дрона, но то, что попало в кадр в тот день, превзошло все. Пролетая над заснеженными горами Северного хребта, он заметил нечто настолько неуместное, что сначала решил – это сбой камеры. Но изображение было четким и пугающим. Он отправился проверить все лично, не подозревая, что эта находка навсегда разделит его жизнь на «до» и «после». Макс планировал обычную съемку дикой природы. Его целью были редкие хищники, занесенные в списки исчезающих видов. Но вместо них дрон зафиксировал странные объекты на горном плато. Он завис над местом, а Макс, натянув шарф и рюкзак, начал подъем. Путь оказался сложнее, чем он рассчитывал. Холод, разреженный воздух, ни воды, ни еды. Когда батарея дрона почти разрядилась, он попытался вернуть его, но было поздно, экран погас, а звук удара о камни эхом разнесся по ущелью. Уйти без техники Макс не мог. Он пошел дальше. На вершине он нашел дрон, застрявший между скалами. Спуск был смертельно опасным. Одно неверное движение и падение. Камни крошились, ноги скользили, сердце колотилось так, что заглушало мысли. Несколько раз он едва удержался, повиснув над пропастью, но все же добрался до цели. Подняв дрон, Макс почувствовал облегчение, но радость длилась недолго. Осматривая плато, он заметил странные контейнеры, замаскированные под брезентом. Их явно прятали. Когда он приподнял крышку одного из них, внутри раздался приглушенный звук. Живой. Внутри находились редкие животные, истощенные, напуганные, запертые. Среди них были красные волки. Тогда все стало ясно. Это была не случайность и не техника. Это был нелегальный промысел. В этот момент тишину нарушил звук моторов. Макс едва успел спрятаться. На плато вышли двое мужчин. Они действовали уверенно и быстро, словно точно знали, куда идти. Проверили контейнеры, что-то поправили и уехали. Макс не двинулся с места еще долго. Он понимал, это уже не просто находка для камеры. Это преступление. Когда все стихло, он вернулся к контейнерам, убедился, что животные еще живы, и связался с властями, подробно описав координаты и увиденное. Теперь от его решения зависело слишком многое. Он уходил с гор уже другим человеком. Страх остался позади, а на его месте появилось понимание. Иногда любопытство приводит к правде, от которой нельзя отвернуться.